Всем привет! Сегодня суббота, и мы опять разбираем разминку на канале. Четвертая разминка у нас на повестке. В ней опять была одна простая задача для совсем младшеклассников с Олимпиады Эйлера. Одна задача, на мой вкус, была посложнее, потому что там можно было, в общем, закопаться в большом количестве углов. И одна задача сложная с Всероссийской Олимпиады, с финала с 11 класса. И здесь нас ожидает дополнительное решение, которое, в общем, по просьбе подписчиков будет представлено, а именно решение в комплексных числах, помимо, конечно, геометрического. Итак, переходим к первой задаче. Первая задача была с региональной Олимпиады Эйлера 2021 года. Автор задачи Сергей Львович Берлов. Условие задачи было следующее. Есть треугольник АБС, М середина АС. P и R так выбрано на сторонах, что АП равно BR. Значит, треугольник у нас разносторонний. И дальше требуется найти сумму углов, которые здесь отмечены на картинке. Они выписаны АРМ, ПБМ и БМР. Ну и первое наблюдение, которое можно сделать, и на самом деле я рекомендую избавляться от лишних углов в таких задачах, то есть как-то перекладывать так, чтобы углы сами собой каким-то образом складывались. Это наблюдение, что вот эта сумма здесь на картинке уже есть тоже. То есть вот если эту точку мы обозначим, скажем, точкой X, то мы можем сказать, что угол АРМ, да, это вот этот угол, плюс угол BMR, это зеленый, это красный угол, это есть угол AXM. Вот, и теперь мы, значит, хотели бы, давайте этот угол тоже как-нибудь обозначим голубым цветом, например. Вот мы бы хотели как-то сложить углы AXM и угол оранжевый. Что нам дано при этом в условии? Нам дано в условии, что вот равны такие синенькие отрезочки. На самом деле это означает, что в терминах углов, что это означает? Это означает, что треугольник АБП равен треугольнику БАР, и значит равны два, ну, например, вот таких вот уголочка. Вот. И вот нужно как-то понятно, что играть вокруг вот этих углов, потому что у нас голубой угол как раз складывается из двух таких и оранжевого, да, а нужно найти сумму оранжевого и голубого. Но еще есть условие, что вот этот фиолетовый угол плюс оранжевый – это 30 градусов, это половина угла равностороннего треугольника. Ну, кажется, что если все аккуратно записать, то и получится. Значит, давайте вот напишем, что угол AXM – это есть угол PBM плюс два угла АБП. ПБА, да? Два вот таких уголочка. Ну, если мы прибавим ПБМ к обеим частям, то мы получим, что нужная сумма равна 2 угла ПБМ плюс 2 угла ПБА. Ну, сумма этих углов, да, значит, один угол равен 30 градусов, удвоенный угол будет 60 градусов. И задача решена. Теперь давайте разберем вторую задачу. Вторая задача была такой, что вот есть односторонний треугольник, у него нижняя сторона поделена на n равных частей, и здесь вот сверху отложена вот эта вот одна n часть стороны. И дальше проводятся точки на основании, соединяются с точками вот этими наверху, и получаются уголочки. Нужно найти их сумму для произвольного n. Но пункт А был для n равного 3, и эта задача, она вполне доступна младшеклассникам. Давайте ее разберем. Но основная идея состоит в том, что нужно перекинуть уголочки так, чтобы они оказались вместе. Для этого я предлагаю здесь нарисовать отрезочек вот такой же красный. Вот, точку F' отметить. Ну и тогда мы увидим, что из симметрии вот этот синенький уголочек можно нарисовать вот здесь. Этот уголочек, он синенький. Вот, ну теперь у нас два угла сложились вместе, и мы видим, что у нас есть параллелограмм BF'FD, да, потому что вот этот отрезочек, он тоже красненький, это равносторонний треугольник здесь получился. FE параллельно BD и равно BD. Поэтому это параллелограмм, поэтому вот этот угол, весь, который здесь получился, он перекидывается вот сюда. Ну а здесь мы видим прямоугольный треугольник с углом 30 градусов. В нем катят в 2 раза короче гипотенузы. Почему это так? Ну, потому что, не знаю, можно поделить здесь, например, тоже пополам вот этот отрезочек, да, на 3 части, разделить в сторону. Тогда здесь образуется равносторонний треугольник. Здесь вот углы по 60 градусов. И вот здесь мы видим равнобедренный треугольник, у которого внешний угол 60 градусов, значит, внутренние у него углы по 30 градусов.
Ну и, как я сказал, вот здесь образуется треугольник, в котором катет в 2 раза меньше гипотенузы. Ну и значит, вот эта искомая сумма – это 30 градусов. Так решается задача для n равного 3. Для больших n задача разбивается на два случая. На случай n четно, n нечетно. Давайте разберемся сначала с нечетным случаем, например, для n равного 5. На примере n равно 5 на самом деле решение будет работать для любого нечетного n. Значит, для n равного 5 мы видим здесь 4 уголочка, такие, что два из них, по сути, находятся с одной стороны, два из них с другой стороны. Давайте так же, как и для n равного 3, перекинем два угла, ну, на другую, скажем, на левую сторону. Для этого отметим вот на этой стороне отрезочек точно такой же. И после этого нарисуем такие же уголочки. Вот оранжевый уголочек перекинулся сюда, а зеленый уголочек перекинулся сюда. Ну и после этого нам нужно искать сумму вот углов, которые получились с одной стороны от вертикали. Да? Ну давайте мы сейчас их тут для простоты сольем. Вот этот назовем красным угол, теперь этот зеленым. Знаете, не будем обращать внимания. Вот нам нужно найти сумму углов, которые оказались с этой стороны. Ну и оказывается такая история, что на самом деле из параллельности просто красный уголочек перекидывается вот сюда, потому что, опять же, две точки на основании, две вот этих точки вместе образуют параллелограмм, да, у него противоположные стороны равны и параллельны. Поэтому этот уголочек перекинется сюда. Ну и зелененький уголочек опять тоже перекинется вот сюда, потому что, опять же, две такие точки и две вот такие точки вместе образуют параллелограмм. Следовательно, этот угол перекидывается сюда. Ну и дальше мы видим вот такой вот треугольник, который соединяет, имеет вершину треугольника, вот эту вот точечку, и если мы рассмотрим произвольный n, то точку ближайшую к середине. Да, вот эта вот точечка будет. Но точечка, ближайшая к середине, будет всегда устроена так, что вот этот треугольничек, он равнобедренный, прямоугольный с углом 30 градусов, потому что у него тоже вот эта сторона будет в 2 раза длиннее вот этой стороны. Да, это будет вся сторона за вычетом одного синего отрезочка, это как раз, значит, здесь будет удвоенная часть вот этого. Ну и дальше мы можем точно так же поделить гипотенузу, предполагаемую гипотенузу пополам, увидеть равносторонний треугольник и проделать все то же самое, что и для n равного 3. Ну вот на самом деле легко убедиться, что для нечетного случая всегда будет так. То есть у нас будет какое-то количество углов вот этих, половина из них останется, да, то есть они сойдутся в пары. После переноса вот в эту точку окажется здесь полноценный угол, и будет вот такой вот треугольник с углом 30 градусов. Четный случай мы разбираем на примере n равно 6 и видим, что здесь есть один из уголочков, торчит прямо из середины стороны. Это отличает четный случай от нечетного случая. Ну, давайте разберемся, что же здесь меняется. Точно так же отметим точку на другой стороне и перекинем уголочки. Значит, красный уголочек перекинулся вот сюда, у меня оранжевый перекинулся вот сюда, а синий просто удвоился. Симметричная ситуация. Ну и дальше давайте, опять же, сольем вот эти два угла, назовем его красным, а эти два вместе назовем зеленым. Дальше видим параллелограммчик, тоже вот одно основание. Второе основание, красный уголочек переезжает вот сюда. То же самое здесь параллелограммчик видим, зеленый уголочек переезжает вот сюда. И удвоенный синий, да, я напомню, что нам нужна от него только половинка, опять же, из параллелограмма может переехать вот сюда. Вот. Но нетрудно видеть, что вот эта точка на самом деле будет проецироваться в точности в середину вот этого отрезка. Поэтому, когда мы поделим синий угол пополам, то мы получим здесь как раз прямоугольный треугольник с углом 60 градусов. Значит, вот эта сумма красный плюс зеленый плюс половинка синего – это как раз 30 градусов. Ну, может быть, у вас возникнет вопрос, почему вот эта точечка проецируется в точности в середину вот этого отрезка, прилегающего к оси симметрии треугольника. Мы вот видим здесь красный отрезочек, который идет под углом 30 градусов к высоте. То есть его проекция как раз составит в точности половину длины красного отрезка. Значит, эта точка спроецируется в точности в середину отрезка, прилегающего к высоте. Ну и тем самым задача решена на самом деле для произвольного n, потому что аналогичное рассуждение работает для любого четного n. Ну и переходим к решению третьей задачи. Третья задача предлагалась на финале Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2006 году. Задача была во второй день в 11 классе под номером 4, то есть одна из самых сложных задач варианта, так предполагалось. Автором задачи является Лев Александрович Емельянов. Задача была такой: есть треугольник ABC, в нем проведены биссектрисы B и C, они пересекают стороны в точках E и F, и прямая EF пересекает окружность в точках P и Q. Требуется доказать, что радиус окружности P и Q в 2 раза больше, чем радиус описанной окружности треугольника ABC. Ну, давайте я скажу, в чем сложность этой задачи. Сложность для многих школьников состоит в том, что мало кто знает что-то вот про прямую, соединяющую основание биссектрис углов.
и это, наверное, основное препятствие. Но, с другой стороны, в этой задаче есть небольшая подсказка. Нужно доказать, что радиус одной окружности в 2 раза больше, чем радиус другой окружности. И это, ну, намекает, должно приводить к каким-то ассоциациям. То есть, где еще и когда мы видели две окружности радиусов, относящихся как 2 к 1. Вот. Это, значит, такое первое наводящее соображение. Второе наводящее соображение, то, что вот с этой прямой, может быть, мало кто знает, что делать, особенно с точками пересечения, но есть прямая, которая на самом деле оказывается, ну, как-то более известной, что ли, среди школьников. Это прямая, соединяющая основание бисектрис внешних углов. Вот если у вас есть треугольник, вы можете для этого треугольника посмотреть на прямую, соединяющую основание бисектрис внешних углов. Вот. И на кружках, на хороших математических кружках, по крайней мере, доказывается, что эта прямая обладает замечательными свойствами. И вот это является значительной, на мой вкус, подсказкой в этой задаче, которую вот мы сейчас обсуждаем. Давайте я попробую нарисовать эту картинку. Значит, провести раз биссектрису, два биссектрису, ну и третья биссектриса там тоже куда-то пересечение будет. Значит, вот такие два угла равны. И вот такие два угла давайте тоже ответим. Равны. Вот тогда оказывается, что три вот этих основания биссектрис внешних углов лежат на одной прямой. И вот про эту прямую многие хорошо знают, что она перпендикулярна ОИ. То есть, если вы возьмете центр вписанной окружности и центр описанной окружности, то эта прямая перпендикулярна ОИ. Вот эту задачу я очень люблю. И люблю ее давать школьникам. Давайте я напомню, почему это так. Вот основная хитрость состоит в том, что нужно перейти от самого треугольника к треугольнику с вершинами в центрах вне вписанных окружностей. То есть, если вы возьмете, вот у вас был треугольник какой-то, вы нарисуете центры вне вписанных окружностей и рассмотрите треугольник с такими вот вершинами. Это вот биссектрисы внешних углов, это биссектрисы внутренних углов. Они пересекаются в точке И. Это вот АБС. А это и Б, и А, и С. Вот, то тогда оказывается, что прямая, соединяющая основание биссектрис внешних углов, это что такое? То есть, что такое основание биссектрисы внешнего угла? Вот у меня биссектриса внешнего угла, она пересекает сторону. То есть, мы получаем, что мы в треугольнике и А, и Б, и С проводим вот такую прямую BC до пересечения со стороной треугольника и А, и Б, и С. Что такое АБС для треугольника А, и Б, и С? Это просто основание высот. Да, то есть И это ортоцентр, и мы через основание высот проводим такие вот прямые до пересечения со сторонами. И рассматриваем прямую, соединяющую три таких точки. Вот, а теперь надо понять, что такое точка И. Ну, это ортоцентр треугольника. Что такое точка О? Ну, вот окружность АБС – это окружность, проходящая через основание высот, поэтому точка О – это центр окружности 9 точек. И А, и Б, и С. Вот, а тогда ОИ – это прямая Эйлера. И А, и Б, и С. Ну вот она доказывает, что она перпендикулярна некоторой прямой. На самом деле она перпендикулярна этой прямой, потому что эта прямая – это радикальная ось каких-то окружностей. А на прямой Эйлера есть несколько центров. Кроме окружности 9 точек, есть еще описанная окружность треугольника и А, и Б, и С. Но вот оказывается, что просто вот эта точка, она лежит на радикальной оси относительно окружности 9 точек треугольника, то есть описанная окружность треугольника АБС, и описанная окружность А, и Б, и С. Значит, ну, это достаточно легко проверить, потому что степень точки – это относительно окружности 9 точек, вот эта точка Х. Это xb на xc. Это равно x и c на x и b, потому что 4 точки, вот эти два центра и две вершинки лежат на одной окружности с диаметром и b, и c. Ну и это степень точки относительно большой окружности. Таким образом, получаем, что основание биссектрисы одинаковая степень точки относительно окружности АБС и относительно окружности А, и Б, и С. Ну, значит, три таких точки лежат на одной прямой, перпендикулярной прямой Эйлера треугольника А, и Б, и С. Вот, ну и в нашей задаче оказывается, в принципе, ровно то же самое, только здесь основание биссектрис не внешних углов, а внутренних углов. На этой прямой, естественно, лежит основание биссектрисы внешнего угла А, что нам не нужно. Но на самом деле оказывается, что это радикальная ось
окружности описаны около треугольника ABC, и на этот раз окружности описаны около И и Б и С. То есть ситуация в точности такая же, только просто один из центров невписанной окружности заменили на центр вписанной окружности. И на удивление в этой задаче это даже проще получить. Давайте просто дорисуем здесь на эту картинку центр вне вписанной окружности ИС. Тогда мы знаем, что точки ИС, А и Б лежат на одной окружности, да, с диаметром ИСИ. А здесь вот уголочки прямые у нас. Откуда мы можем сделать вывод, что ИСФ на ФИ это есть ФБ на ФА. Ну а тогда это есть FQ на FP, потому что это степень точки F относительно описанной окружности. Ну и тогда, раз мы видим вот такое вот равенство, то мы заключаем, что точки Q, P, I и C лежат на одной окружности. То есть на эту окружность попадает точка IC. Ну и аналогично попадает точка IB. Здесь проведем внешнюю биссектрису, здесь внутреннюю биссектрису. То вот они, вот у меня не получилось. Сейчас мы поправим это. Они пересекаются вот на этой окружности. Ну а дальше все по-прежнему. То есть треугольник ИБ и СИ, в нем треугольник АБС – это треугольник с основаниями в основаниях высот. Поэтому вот эта окружность, которая нарисована, это окружность 9 точек треугольника И, Б и С. Вот. То есть никуда не идется. На самом деле, если у вас есть четверка точек, одна из вершин из точек является ортоцентром всех остальных, да, то есть на самом деле вы проводите 3 высоты, да. Вот такая точка называется, четверка называется ортоцентрической. И хитрость состоит в том, что любая из 4 точек является ортоцентром треугольника с вершинами в 3 остальных точках. А основание высот – это всегда вот эти 3 точки. Поэтому у таких треугольников совпадают окружности 9 точек всегда. Вот. Ну и в нашем случае мы получили, что окружность описана около треугольника ABC – это окружность 9 точек треугольника ИБ и ИС. Вот. И, естественно, ее радиус в 2 раза меньше, чем радиус описанной окружности самого треугольника. Как я говорил, вот это вот в 2 раза оно должно было намекать, и оно намекало как раз на окружность 9 точек и на описанную окружность. Так, ну а теперь обещанный бонус. Я обещал на канале, что если один из комментариев наберет больше 50 специальных лайков, то я разберу какую-нибудь задачу счетом в комплексных числах. Ох, но я решил далеко не откладывать это дело и разобрать просто вот первую задачу в первой же попавшейся разминке, сложную, с помощью счета в комплексных числах. Эту задачу, когда я считал довольно прямолинейно, ну, в смысле, у меня есть внутренние какие-то лайфхаки, как можно посчитать. Не очень удачно, может быть, я подобрался к точкам P и Q, поэтому получилось громоздко, но я воспользовался опцией «Звонок другу», и, в общем, решение довольно сильно упростилось. Поэтому давайте сейчас я его расскажу. Значит, ну, первое, что хочется сделать, естественно, сказать, что ABC – это единичная окружность. Тут тогда все точки достаточно хорошо можно попытаться выразить. И самое сложное – это, конечно, понять, что вот радиус этой окружности равен двойке. При этом не очень сильно ссылаясь на то, что было в предыдущем геометрическом решении. Ну или, по крайней мере, чтобы естественным образом утверждения из предыдущего решения, они каким-то образом всплыли в процессе счета. Ну, давайте это сделаем. Значит, первое, что я хочу сказать, что, конечно, когда вы имеете дело с биссектрисами и серединами дуг, вам нужно заводить координаты, ну, удобнее, то есть это не обязательно, но удобнее заводить координаты, сказать, что А, Б, С – это А квадрат, Б квадрат и С квадрат. Это комплексные числа по модулю равны единице, а квадрат, b квадрат и c квадрат. Серединный дуг тогда малых это будут точки минус АС, минус BC и минус АБ. Это достаточно стандартная вещь для всех, кто когда-то считал геометрию в комплексных числах. В общем, думаю, что такую вещь, такой трюк знает. Ну, а, соответственно, точка И это есть сумма, да, это ортоцентр треугольника с вершинами в серединах дуг. Это значит есть минус АБ, минус BC, минус С.
Вот. А дальше, ну вот то, что сделал я поступил не очень классно. Я сказал, что я знаю, как задать точку пересечения двух хорд в единичной окружности. В книжке Панарина всем известная эта формула, естественно, приведена. Можно выразить, просто написать явно тогда вот EF с помощью этой формулы. Дальше написать прямую, пересечь ее ну то есть можно написать, что вот есть координаты P и Q. И опять же, записать эти точки как точки пересечения хорды PQ с двумя другими, решить уравнение, найти точки P и Q и дальше, в общем, бодаться вот за эту окружность, то есть понять, как она устроена. Это не самый оптимальный способ, как мне объяснили. Оптимальный способ по-другому задать вот эту прямую сразу же. Значит, уравнение это прямое можно записать достаточно естественным образом, пользуясь с помощью, ну, как бы формулами расстояния до прямой. Дело все в том, что точка F находится на одинаковом расстоянии от AC и BC и на нулевом расстоянии от AB, а точка E находится на одинаковом расстоянии от AB и BC и на нулевом расстоянии от AC. Поэтому уравнение, которое задает вот эту прямую EF, можно записать так, в терминах ориентированных расстояний, что расстояние от точки X до BC минус расстояние от точки X до AB минус расстояние от точки X до AC равно нулю. Значит, ну, это функция линейная, да, она в точках E обращается в ноль, и это не тождественный ноль. То есть она на плоскости задает как раз это уравнение, задает прямую, проходящую через точки E и F. Вот. Ну, а дальше нужно понять, как задать вот это расстояние от x до bc. Для этого нужно написать уравнение прямой, скажем, bc. Опять же, это достаточно стандартная вещь для двух точек, которые лежат на окружности. Это уравнение легко записать. Давайте я, опять же, можно найти формулу в Панарине. Я запишу просто ответ. Значит, здесь будет удвоенная вещественная часть z bc с чертой равно bc с чертой плюс cb с чертой. Я напоминаю, что все числа b и c по модулю равны единице. Значит, это действительно прямая, да, здесь написана линейная комбинация z и z с чертой, то здесь на самом деле написано z bc с чертой плюс z с чертой bc. Вот. И легко проверить, что точки b квадрат и c квадрат просто удовлетворяют. Если я здесь подставлю b квадрат, то b на b с чертой будет равно единице, то есть получится bc с чертой в этом слагаемом, и здесь b с чертой b будет равно единице, и получится b с чертой c в этом слагаемом. Но аналогично точка c квадрат тоже удовлетворяет этому уравнению, поэтому это прямая bc. Теперь, как получить расстояние до прямой BC? Ну, нужно заметить, что здесь сумма модулей, квадратов модулей коэффициентов при z и z с чертой – это двойка, да, BC с чертой по модулю единицы, BC по модулю единицы. Поэтому, если мы просто в этом уравнении подставляем какую-то точку z, то мы получаем ориентированное расстояние до прямой BC, умноженное на 2. Да, ну, так, если вы хорошо знаете, как это в вещественных числах выглядит, да, вы в уравнении должны подставлять и делить на корень из суммы квадратов коэффициентов при x и при y. Ну вот здесь то же самое, нужно делить на сумму квадратов коэффициентов при z и z с чертой. Вот, можно, например, это, если вы не знаете эту формулу, доказывается, можно, не знаю, переходом как x и y, простейший способ. Вот, короче говоря, если я просто подставлю сюда z, то я получу удвоенное расстояние. Ну, давайте здесь, может быть, напишем удвоенное расстояние везде. И тогда уравнение для EF будет выглядеть так. Мне нужно взять одно такое уравнение, вычесть из него два других. Ну, давайте сразу сгруппируем. Это будет две вещественных части. Z на B с чертой, C с чертой, минус AB с чертой, минус AC с чертой. Ну и вычитается вот вся вот такая штука. BC с чертой, плюс CB с чертой, минус AB с чертой, минус A с чертой B, минус AC с чертой минус А с чертой С равно нулю. Вот такое уравнение прямой EF. И ключевым наблюдением служит вот что это уравнение является симметрическим относительно трех величин, минус А, Б и С. То есть если мы минус А заменим на А, поменяем его знак, то видно, что здесь будет симметрический многочлен относительно трех переменных, и здесь тоже симметрический многочлен. То есть это симметрическая функция от А, Б, С, поэтому у точек P и Q тоже симметрические получатся коэффициенты относительно А, Б и С. Вот. Ну и, соответственно, если мы через точки P и Q проводим окружность радиуса 2, да, то получится, ну, какая-то симметрическая должна быть тоже выражение относительно А, Б и С. Но вот у этой точки несимметричные выражения относительно минус А, Б и С. Да, несимметрично относительно А, Б и С, но не относительно минус А, Б и С. Это означает, что если мы доказываем, что окружность радиуса 2, проходящая через P и Q, проходит через точку И, то мы автоматически должны доказать, что она проходит еще через две точки. Нам для этого нужно симметризовать вот это выражение относительно минус А, Б и С. То есть нам нужно написать, что вот точка И – это есть минус А на Б плюс минус А на С минус БС. Да? Ну и теперь вот можем попереставлять, получить, что еще должно быть две точки. Должна быть точка минус А на Б
плюс BC минус А на С. И должна быть точка BC плюс минус А на С минус А на Б. Ну, здесь можно подраскрыть скобочки, да, получится минус BC плюс АС минус АБ и BC плюс АБ минус АС. Вот, ну, на самом деле это центр вне вписанных окружностей, да, то есть это то, что мы видели в предыдущем решении, но в нашей задаче мы можем этого не заметить даже в нашем решении дальше. Дело все в том, что окружность радиуса 2, проходящая через эти три точки, легко угадать. Ее центр будет как раз точка, кого нам тут не хватает, минус BC, АБ плюс АС, но только нужно с минусом, да, эту штуку взять. Значит, вот если я вот такую штуку беру, то это центр окружности радиуса 2, проходящий через вот эти две точки. Давайте эту точку обозначим и штрих, эту точку и два штриха. Значит, почему так? Потому что если я вычту вот из И, то я получу минус 2bc, да, то есть по модулю величину равную двойке. Если я вычту из И штрих, то я получу 2ac, то есть величину по модулю равную двойке, ну и для И2 штриха тоже. То есть вот это вот центр окружности, описанный около И штрих, И2 штриха, и радиус этой окружности равен двойке. Поэтому нам достаточно проверить, что эта окружность проходит через P и Q. Давайте запишем, что это за окружность. Да, нам нужно из Z вычесть центр, то есть написать Z плюс AB плюс AC минус BC на такую же штуку с чертой. Значит, равно 4. Вот радиус вот уравнение этой окружности. Я бы хотел проверить, что точки P и Q лежат на этой окружности. Но точки P и Q у меня лежат на прямой EF, поэтому удовлетворяют вот этому уравнению. Да. Вот, а еще у меня точки P и Q лежат на единичной окружности, поэтому удовлетворяют уравнению z с чертой равно единице. Но мне кажется, что если из одного вычесть другое, то как раз то, что нужно и получится. Может быть, разве что EF надо будет поделить пополам. Давайте это проверим. Просто мы сейчас сократим здесь z с чертой. Значит, раскроем скобки, здесь будет z с чертой. Значит, дальше AB на AB с чертой, AC на AC с чертой, BC на BC с чертой дадут по единичке. То есть будет плюс 3, значит, минус 4. То есть это будет как раз z с чертой равно единице. А вот что останется? Останется z на вот эту штуку плюс z с чертой на эту. То есть на самом деле как раз удвоенная вещественная часть. Две вещественных части z на AB с чертой плюс AC с чертой минус BC с чертой. Вот. И еще нужно всевозможные хитрые произведения здесь взять, да, АБ на АС, АБ на БС и так далее. Но если я умножаю АБ на БС, то у меня как раз А на с чертой дает единицу, а тут остается Б на С с чертой. БС с чертой плюс минус b на b с чертой единицу минус АС с чертой. Дальше АС на АБ плюс СБ с чертой, ну и так далее. Ну и мне кажется, что вот это вот уравнение окружности, вот я его вычту, да, точки P и Q ему удовлетворяют, а то, что останется, это будет, я надеюсь, в точности то, что нужно здесь, да, давайте проверим. Здесь Z на AB с чертой плюс AC с чертой минус BC с чертой, то есть вот это выражение с минусом. Ну и давайте проверим, что кто-нибудь там с правильным знаком, ну скажем BC с чертой, вот он с правильным знаком, и AC с чертой тоже с правильным знаком. Вот, то есть здесь в точности после вычитания Z с чертой равно единице, вот из этого уравнения получится уравнение прямой EF. Вот. Ну и все, значит, точки P и Q удовлетворяют этому уравнению. Это окружности радиуса 2 с центром вот в этой точке, как и все точки И штрих, и 2 штриха. И на этом решение закончено.